Не могу не задать вопросы по доте. Естественно, интересует прежде всего вопрос касательно китайского участия или корейского. Что у вас происходит со StarLadder? Какая-то экспансия по всему миру? Экспансия. Ну, мы с тобой общались же в прошлый раз, после прошлого StarLadder. И я сказал, что мы понемножечку будем пытаться расти. Мы после StarLadder собрались, решили, что надо как-то, наверное, StarLadder увеличить, решили подумать про Китай. И, ну, это было очень страшно. Вот когда ты начинаешь связываться с Китаем, ты понимаешь, что там есть ужасная организация ACE, которая там какие-то там супер правила, супер турниры. Это казалось, на первый взгляд, настолько тяжело, что дурдом, ну, как только мы связались с ними, ну, там с ними даже связаться тяжело, потому что надо регистрировать китайский скайп, там дурдом полный. Но в итоге мы с ними связались, и это просто настолько шикарные ребята, которые нам помогли абсолютно со всем, с расписанием, составами, с анонсами, с рекламкой, и просто дали добро. И мы поняли, что, ну, окей, если Китай, ну, давайте тогда попробуем еще Америку подтянуть и Корею. В Корее мы тоже написали Nexon, которые представляют Valve в корейском регионе. Они тоже абсолютно сразу откликнулись, причем уже в процессе переговоров они еще нам гарантировали то, что они проведут на лане региональный финал, то есть это вообще что-то с чем-то, то есть будет онлайн, плюс региональный финал на лане в Корее, победитель поедет в Киев. Ну и плюс к тому же Америку подтянули. У нас было в планах еще подтянуть Юго-Восточную Азию, то есть Малайзию, Сингапур и так далее. Просто нам не хватило времени, и мы просто не смогли быстро найти человека, который бы курировал этот регион, и который бы нам помог это все сделать. Поэтому мы подтянем их обязательно в следующем 10-м сезоне. Ну, по сути, можно это назвать мировой экспансией, но это просто-напросто расширение турнира, потому что, ну, мало, ну, действительно мало вот этого вот европейского чисто турнира, и американские сильные команды появляются. Ну и Китай, хочется все-таки до International видеть несколько раз Китай, Америку, и вот на StarLadder, я думаю, будет уже намного веселее на ланд-финалах, чем было раньше. Да, это будет месиво лютое вообще, 8 команд, финалы, это будет вау. Ну, уже сейчас многие команды начинают подготовки, или вот как Дэнни говорил, он еще месяц назад начинал подготовку к International. Можешь сказать, на твой взгляд, какие команды сейчас в какой форме находятся? Топ-5 давай вот так. Топ-5, я скажу так, что в отличной форме сейчас находятся Нави, действительно в отличной форме, то есть ребята играют на расслабоне, у ребят есть какая-то выборка, и я уверен, что они, как и в прошлом году, они будут очень серьезно разгоняться ближе к International, очень много событий у нас летом. Довольно странная сейчас форма у Alliance, довольно странная сейчас форма у Fnatic, то есть там еще не совсем ясно, да, нет, нет, да, то есть такое еще непонятно. Набирают разгона очень хорошо китайские команды. У них сейчас начнется новый сезон ВПЦ. Будет StarLadder, опять-таки китайский. И поэтому вот сейчас пошел вот этот решафл, появилась новая команда Newbie, на которую там было потрачено там сотни тысяч долларов, чтобы ее собрать. Мне очень интересно, что там будет. По этому поводу Китая от последнего решафла мне тяжело что-либо сказать, так что я бы вот не сказал, что я могу выделить какую-то суперкоманду в Китае. Ну, там есть стабильные ДК и так далее. Так что если мы будем говорить о пятерке, то я, скорее всего, может быть, даже кого-то удивлю, но это бывшие Sad Boys, сейчас они ЕГЭ, это шикарная команда. Я их сейчас реально вношу в топ-5 мира. Это Нави, это ДК, но это, наверное, все-таки Альянс, и очень мне нравится Empire. Я думаю, у Empire путь на International открыт. Главное не распадаться. Ну, все-таки там еще времени до него достаточно. Он будет в июле, если не ошибаюсь. Многие команды, будет еще много турниров, насколько знаю, буквально перед International будет и StarLadder, и MLG Columbus, и ESL во Франкфурте. То есть наверняка крупные турниры еще могут смешать карты игрокам, как думаешь? Ну, перед International очень тяжелая система. Скажу так, что мы, в отличие от остальных турниров, мы общаемся с командами. И ты правильно сказал, что будет MLG в Анахайме, будет DreamHack, будет ESL во Франкфурте и так далее. И эта команда заставляет много раз летать. И поэтому мы сейчас ведем консультации с командами. Мы понимаем, что им очень будет тяжело, о том, чтобы, возможно, 10-й сезон перенести на после International. То есть... Причем суть в том, что мы даже планируем, возможно, сыграть отборы на этот 10-й сезон до International, а сами финалы провести после International, потому что, ты правильно сказал, июнь будет настолько перенасыщенным. Тут скоро еще будет анонсирован один турнир, который пройдет 8 июня. То есть 8 июня пройдет
1 июня будет финал ВПЦ в Шанхае, где будут играть европейские команды. Возможно, ну не знаю, доберутся они или нет. То есть 1 июня будет финал ВПЦ, 8 июня будет один турнир в Лос-Анджелесе проведен, 16 июня в Дримхаке, 22 июня опять-таки в Лос-Анджелесе, в Анахайм МЛГ, и 29 июня в Франкфурте. То есть это будет 5 подряд, 6 подряд выходных. Это будут топовые турниры. И я думаю, что многим командам придется выбирать, если они хотят подойти к интернешнлу в правильной форме, а не перегоревшими, замучившимися после, там, не знаю, 12-кратных перелетов через океан. Поэтому вот очень мне тяжело спрогнозировать, что будет. Мне тяжело представить, например, Нави или Альянс, отказывающихся от участия на MLG там, или что-то типа того, но или на ESL, на том же, на франкфуртском стадионе. Ну вот придется, по-моему, кому-то делать выбор. Ну что я скажу честно, если какая-то команда выберет вот это вот все, то я думаю, на интернешнле шансов у них не будет. Я понимаю, что это, наверное, может быть не совсем корректно, но мне хочется задать этот вопрос. Я знаю, ты очень на него тоже остро реагируешь. Это последние события в Украине относительно власти, которая сейчас есть, и относительно ситуации в Крыму. Какое твое личное отношение ко всему тому, что происходит? Ну, я довольно много об этом пишу у себя в соцсетях, и много людей знают мою позицию. Я абсолютно полностью поддерживал происходящие изменения в Украине, внутри страны, потому что меня, так как и многих моих сограждан, очень сильно достала прошлая наша власть, которая была действительно бандитской и которая действительно мешала жить людям. Поэтому я абсолютно полностью поддерживал, собственно, вот этот весь процесс поддержки Евромайдана. Я абсолютно полностью поддерживал то, что произошло у нас в стране. Я абсолютно на 100% уверен, что мы сделали правильный выбор, и что эти ребята, которые сейчас поубегали из страны и так далее, они скоро вернутся в эту страну, их будут судить в Гааге. То есть мне очень больно, мне очень тяжело последние месяца. Я действительно много времени провел на том же Майдане, не только я, вся моя семья и так далее. И тот фарс, который сейчас происходит в Крыму, вот меня просто действительно, я здесь даже сидел на аналитике, я практически в Альтабе, я не выходя со всех основных новостных порталов, я слежу за происходящим. Ребят, я понимаю, что очень у многих людей разные взгляды, но я не русский, да, я украинец, но я разговариваю по-русски, я комментирую по-русски, я делаю это абсолютно всю свою комментаторскую карьеру, и у меня ни разу, абсолютно ни разу не было какой-то проблемы в связи с этим. Меня никто не дискриминировал в связи с этим, никого из моих друзей русскоязычных никто не дискриминировал. Точно так же, как никто не ущемляет права русских людей, русского языка у нас в стране. Этим языком разговаривает более 70% населения Украины, и абсолютно свободно. У нас фильмы, сериалы, все на русском языке, и то, что происходит сейчас, это просто выдуманная пропагандистская вещь, которая очень сильно бьет по нашей стране, по планам даже нашим, с точки зрения StarLadder, абсолютно по всему, ну и по нас лично. Поэтому я бы попросил, опять-таки, поддержки от всех россиян и понимания ситуации правильной. В первую очередь, не ведитесь на поводу у абсолютно неправильных провокационных заявлений, телевизионных новостей, средств массовой информации. Я бы попросил, чтобы вы обращали свое внимание в первую очередь на ваших друзей, которым вы доверяете, на людей, которым вы доверяете, и правильно воспринимали ситуацию. Потому что то, что происходит сейчас, это извините, 19 век, и такого быть не должно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время все стабилизируется, и мы никогда, вообще никогда при нашей жизни, при жизни наших детей или внуков не будем упоминать слово «война».